Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале Дом и сад. Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит пришло время второй подкормки томатов. Они уже хорошо подросли, нарастили зеленую массу, практически подошли к этапу цветения. Еще немного, и помидор или томат превратится в полноценный куст с соцветиями и завязывающимися плодами. От времени высадки рассады в открытый грунт до второй подкормки томатов прошло примерно 4-5 недель, то есть примерно месяц. Я снимаю это видео 17 июня. В этом году весна была поздняя, рассаду томатов я высаживала примерно месяц назад. Посмотрите, как сейчас выглядят растения. Томаты уже один раз были пропасынкованы, видео об этом есть на моем канале, можете посмотреть, и один раз были подкормлены для хорошего укоренения и наращивания зеленой массы. Пришло время второй подкормки томатов для хорошего цветения, поддержания зеленой массы в здоровом состоянии и для дальнейшего роста куста. Ведь мы же не остановимся только на одном соцветии, на одной завязи и одной кисти помидоров, правда? Я, как уже говорила в предыдущих видео, в основном выращиваю высокорослые сорта томатов, поэтому ожидаю на образование 5-6 кистей помидоров на каждом кусте. А для этого нужно, чтобы у растения были силы, и ему было из чего формировать дальнейший рост стебля, листовую массу и, конечно же, соцветия. Кроме того, в этом видео я снимаю среднеспелые и позднеспелые сорта помидоров, для которых необходимо сделать 3 подкормки. 3. Если вы выращиваете ранние сорта, 2 подкормок вполне достаточно, ведь период вегетации ранних томатов примерно на треть короче, чем среднеспелых, а значит и питательных веществ им нужно на треть меньше. Поэтому одну подкормку, самую последнюю, о которой я еще буду рассказывать в одном из следующих видео, стоит убрать. Чтобы куст помидоров сформировал дополнительные корни вокруг стебля, которые помогут ему получать больше питательных веществ из грунта, помидоры через 2-3 недели после высадки в грунт обязательно обычно окучивают. Окучивание стимулирует рост тонких корней, которые обладают хорошей всасывающей силой. Но если вы этого не сделали, то обязательно сделайте, ведь еще не поздно. Но я помидоры не окучиваю, потому что высаживаю их особым образом. Как я это делаю, вы можете посмотреть в моем видео о посадке помидоров в открытый грунт. Кроме того, окучивание помидоров делает неудобным процесс удаления сорняков и рыхления грунта вокруг кустов. Ведь помидор, как правило, внизу в процессе плодоношения оголяется, удаляются излишние листья, остается только стебель. И вдруг вокруг него большой ком земли, который мешает обработке грунта. Мне это, скажу честно, не нравится. Теперь приступим к подготовке питательного раствора для подкормки томатов в период цветения и образования завязи на 2-ю и 3-ю кисти, потому что 1-я кисть, как вы видите, уже цветет. Если вы используете органические удобрения или народные средства, самое время приготовить вот такой раствор, состоящий из органики. На 10 литров теплой воды возьмите 1 литр куриного помета или компоста и 1 стакан золы. Приготовьте водный раствор и полейте каждый куст томатов в первой половине дня под корень. Это 2-я корневая органическая подкормка для томатов, которую следует сделать в период начала цветения и плодоношения растений. Если вы отдаете предпочтение подкормке помидоров, как говорят, без химии, это оптимальный вариант самой важной подкормки томатов. Если же органики под рукой у вас нет, используйте минеральные удобрения. В 10 литрах теплой воды следует растворить 10 граммов аммиачной селитры, 30 граммов суперфосфата и 20 граммов сульфата калия. Кстати, в этом списке удобрений можете заменить сульфат калия обыкновенной древесной золой. 1 стакан древесной золы заменяет 20 грамм или столовую ложку сульфата калия, который не так-то легко и купить. Этим раствором подкормите помидоры в период цветения для укрепления растения перед массовым плодоношением и для образования продуктивной завязи. Возьмите себе за правило корневые и внекорневые подкормки, полив томатов осуществлять в первой половине дня. Так вы обезопасите растения от развития грибковых заболеваний. А чтобы процесс опыления томатов прошел успешно,
и каждый цветок в скором будущем превратился в красивый и сочный помидорчик, обязательно сделайте обработку по листу боросодержащими препаратами. Но об этом я расскажу в следующем видео. Чтобы плоды завязывались крупные и не задерживались в созревании, не забудьте посынковать помидоры. Не разрешайте новым боковым побегам отбирать силу у маточного куста и питательные вещества у завязывающихся плодов. Посынкование томатов на протяжении всего периода вегетации – очень важный процесс, помните об этом. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, кому-то в этот момент тоже очень важно знать, как подкормить помидоры во время цветения и в период начала плодоношения. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!